Всем привет! Всем привет. И сегодня мы снимаем... Культ. В этот момент должен заиграть трек из... Только не говори Джеймс Бонда. Конечно. Так. Честно, у меня был по плану снять первую машину BMW, которую мы хотели с тобой снять. У меня было 3.0 CSL Batmobile. Мгм. Короче, план рухнул. Но она не завелась. Да, она не завелась, план рухнул. Запасной вариант. У меня была, конечно же, вот эта машина, которую мы сегодня снимаем. Но из-за того, что мы решили тогда вставить нашу любимую М3 Е36, то это у нас вторая машина. Хотя мне хотелось вообще начало BMW начать с этой машины. Потому что для меня BMW это марка, которая очень много времени я с ней провел. Я эту марку очень хорошо знаю. Там, у меня 20 лет опыта работы с BMW. Из твоих 18. Из моих 18, да. Поэтому сегодня мы снимаем, конечно же, самую культовую машину. Мы поговорим про именно BMW Z8, потому что сегодня у нас, к сожалению, не Z8, а просто Alpina. Она называется Alpina. Как у нее правильное название, ты знаешь? Ну как? Alpina. Z8 Alpina. Alpina Roadster V8. Поэтому у нее название Alpina Roadster V8. Я сейчас расскажу, почему она стала Alpina и вообще почему Alpina. Меня очень часто спрашивают, а что лучше купить, Z8 или Alpina? Я отвечаю на этот вопрос всегда одинаково, надо купить обе, потому что абсолютно две разные машины. И если тебе нравится Z8, то действительно в коллекции должна быть и Z8, и Alpina. Это к вопросу, как ты заработал свой капитал. Он постоянно вместо одной машины продает две. Ну, всегда лучше больше, чем меньше. Я, правда, очень хочу на ней прокатиться, потому что... А ты вообще ездил на Z8? Нет, я в них даже не сидел. Нет, я уже сидел, конечно, в них, но для меня она... Почему мне захотелось услышать этот трек? Потому что влюбился я в нее окончательно. Она у меня вообще не ассоциируется с Джеймс Бондом. Знаешь, что у меня перед глазами, когда я говорю про Z8 или Альпину? Элвис Пресли. Элвис Пресли? Да. А почему Элвис Пресли, я вам потом расскажу. Пошли. Смотри. Смотри, внешне она ничем не отличается от нормальной Z8, только колеса. Долго-долго тоже была дискуссия, потому что кто знает Alpina, вообще у Alpine всегда значок Alpina. Здесь остался значок BMW. Почему вообще вот такое было разногласие? Потому что, ну, вернемся, отмотаем историю. А в чем разногласие? Со сменой названия? Сейчас я гляну быстро задние стопы. Знаешь почему? По задним стопам мы можем быстро определить, это американская версия или европейская версия. Не, европейская. Сзади стоят европейские стопы, но я знаю, что это машина из Америки. Да? Почему? Потому что это машина из Америки. Эта машина была в 2012 году привезена из Америки. Alpine было выпущено всего 555 штук. Из них всего 105 машин было выпущено для всего рынка европейских. И 450 машин ровно было выпущено для Америки. Поэтому такую машину найти не американскую очень-очень сложно. Особенно европейскую или немецкую. Потому что все машины были в основном на Америку. Почему все машины были сделаны на Америку? Потому что тогда именно в 2000 году Alpina заходила на американский рынок. И они хотели сделать что-то такое удивительное, которое бы привлекло новых клиентов для завода. Потому что тогда Alpina была не сильно известна на рынке в Америке. Ну и с предыдущими моделями. Поэтому это была модель, которая открывала двери на американский рынок. А почему, что и как, я потом сейчас расскажу. Хорошо, у меня есть куча к тебе вопросов по этому поводу. Только не начинай. Я тебе расскажу, почему я начал, почему Элвис Пресли. Эта машина подчеркивает один в один дизайн какой машины? 507? Правильно, 507. Эта машина была, это был конкурент 300-му SL Мерседесу тогда. Это была одна из первых таких серьезных спортивных немецких машин, как и крыло Чайки, как 300 SL. Сегодня, когда меня спросят, что бы ты себе выбрал, потому что они в одной ценовой категории, они примерно от 1,6 миллионов до 2 миллионов стоят, как ты крыло Чайки. Mercedes и BMW? Да, BMW. Потому что все сразу же, крыло Чайки, да. Для меня 507 номер один, если бы я покупал. Ну, потому что, это более эксклюзивная машина, тоже очень высокотехнологичная. Мне она нравится намного больше по дизайну. Да ты что? Да. Поэтому для меня BMW 507 намного важнее. Надо найти ту серию, где он говорит, что крыло Чайки самая красивая машина. Это только будет, это будет в будущем. И почему Элвис Пресли? Потому что есть офигенная история с одной машиной 507, которая принадлежала Элвис Пресли. Ты знаешь эту машину? Нет. Эта машина, ее нашли через, долгое-долгое время в ужаснейшем состоянии. Все понял, да. Не реставрированную, с заколхозенным. То есть там стояла другая коробка, другой мотор, другой задний мост, потому что ее переделали в участие каких-то там дрэк-рейсинг уже потом позже. А эта машина была она была красного цвета. Ее отдали BMW заводу. BMW завод эту машину реставрировал, и она сейчас полностью в реставрированном состоянии есть.
Есть офигенные фотографии не реставрированной этой машины, и есть фотографии реставрированной этой машины. Он эту машину имел, когда он служил здесь в армии, в Германии. Я не знаю, сколько ему тогда было лет. И именно в Германии у него была вот эта машина BMW 507. А вот теперь согласись, что колеса делают ее неимоверно красивой. Колеса, я согласен. Вот- Эти вот они- колеса очень красивые, с этой машины. И визуально это единственная деталь, которую визуально сюда привнесла Альпина. А теперь мы все-таки поедем, прокатимся. Ты знаешь Поехали. точно? Я. Опа. Где ты взял ремень? У меня был с собой. У меня нет. Кстати, это одна из первых машин, которая была, включаешь зажигание и нажимаешь кнопочку «Старт». Ну, я про Ferrari молчу. Молчи, молчи. Молчу. То есть, вообще, на самом деле, знаешь, почему кнопочка «Старт»? Почему? Потому что тогда, в 50-х годах, как и у крыла Чайки, у всех этих Мерседесов, Ага, ну да, они же все с кнопкой была, да, у заводились. них включаешь зажигание и кнопочка, как и Ягуары. И все это старое барахло. 97-й год. Какой 97-й год? Ну, она же дизайн 97-го года. Они вышли в 99-м, да? Ну, концепт Z07 вышел в 97 году. Вот зеркала видно, что это американская машина, потому что у американских машин это такие дефекты. Они половушники? плоские, они же не удаляют, как немецкие машины, они приближают. Давай вернемся к истории просто Z8 пока. Так, Подожди, а можно сказать, что она мне очень нравится внутри? сейчас я тебе все про это расскажу. Это же все алюминтий. Ну, по Давай я крайней тебе все мере, так расскажу кажется. про это. Короче, в 97 году выходит концепт 507. Ой, ну, она называется концепт BMW Z07. В 99 году BMW презентирует первую машину BMW Z08. Z08, они долго там думали, как они ее сделают, что они там с ней сделают. Даже есть вариант как купе, знаешь, одна машина? Нет. Есть одна машина в варианте купе. Они делают дизайнер был Фискер, да? Угу. Фискер делает эту машину, ну там не он один был, но он как Все бы главный правильно, да. дизайнер, да. 3 человека. Да. Он делает эту машину в ретро-стиле под BMW 507, под икону, но с современными технологиями, добавляя всю технику от BMW M5 и E39. Там 4.9 мотор, 400-сильный V8, 6-ступенчатую механику, хорошую подвеску, очень хорошие тормоза. Тем самым машины все сделаны, машин было сделано 5000 штук. Все эти машины были сделаны вручную. Это все машины ручной сборки. Алюминиевый кузов, топ high technology. На то время эта машина стоила в районе 130 тысяч евро. Рейхсмарок. Да, нет, не марок. Она стоила 128 тысяч долларов. Это моя эра BMW машин, как раз вот эти 2000-е года. Это я как раз вот прямо в этом во всем масле был со всеми этими И машинами. тут выходит она. Она уже вышла, и я тебе хочу сказать, что я знаю в системе, вот я занимался годичными машинами, вот эти Yaris-Wagen BMW, да, которые называются машины работников BMW. Я в системе смотрел, их было там, ну там, например, 80 машин стояло на BMW. Ты можешь в любом... Z8. Z8 ты можешь выбрать в любом цвете, Ух ты, какую ух ты. хочешь. И цены на них были там через 1,5 года в районе 60-65 тысяч Вот евро. так вот под присели, да? Да, и их было куча разных, Офигеть. каких хочешь. У меня было и красное с черным салоном, у меня было черное с бежевым салоном. Самое офигенное, я считаю, у них комбинация цветов, это Stratus Grey, там есть такая очень красивая. А какого цвета салона Stratus Grey? Тоже бежевый. Ага. Конечно, самые распространенные были серебро на красном, серебро на черном, черное на черном, черное на беже. Это был стандарт. А потом там были Topaz Blau, Stratus Ну, не Grey. начинай. Но ты еще не был тогда Красный. профессором Соколовским. Тогда бы ты купил бы Я все, что тогда купил стояло, бы тогда спрятал всё. бы, Послушай, завалил бы я- ветками еловыми. И BMW начинает делать BMW Z08. Вначале, как все любители BMW, ты помнишь, что было там с семеркой E65 кузовом? Все, боже, ну какой дизайн, как можно было такое придумать, как можно было технику, спортивную технику встроить в Z08 и И такой что, ты вот- хочешь сказать, что за нее то же самое ныли? Конечно, это сейчас мы ее видим другими глазами, а тогда был какой-то, ну непонятно что-то, то есть как бы... И ты тоже был среди этих Нет, олухов? я сразу понимал, что BMW сделала классную штуку, потому что как минимум там стоял мотор от M5 Ну да, 4.9. да. В этот момент Альпина хочет зайти на американский рынок. И они думают, как же так сделать, чтобы зайти красиво и сделать что-то совсем удивительное, и показать, удивить и рассказать. Конечно же, эта машина, вообще Z8, тоже была изначально заточена сильно под Америку, потому что все эти формы, вот этот вид, только кабриолеты и все остальное, это в основном под американский рынок. Плюс, естественно, Джеймс Бонд, потому что Z3... Извините, профессор, можно, Да. можно спрошу? И ее же делали, и основной философией этой машины было как
что бы случилось с легендарным 507, если бы она бы дожила бы до 2000-х. То есть это, они были инспирированы вот видом и дизайном 507 и попытались перенести ее в другую эпоху. Ну, это как Поэтому это я пытались. могу предположить, что ну, это я пытаюсь поставить под сомнение Пахнет в общем. чуть-чуть маслом, Чуть запахло, да. да? Я надеюсь, просто прогорает из-за того, что Я долго тоже стояло. так надеюсь, да. Огнем Поэтому мне чуть все-таки нас хочется... Да, я видел. Есть? Ну, там, если что, есть покрывало, я накрою. Я просто к чему? Я просто сильно хочется верить, что они не пытались зайти на американский рынок. Потому что американский рынок такой специфический. Ну, я имею в виду этой машины. За Альпину не спорю. За сам BMW в целом... Опускаем Всё? это все. Хорошо, дышу. Молодец, подготовился. Опускаем. Слушай дальше. И вот, и они думают, как же мы зайдем... Всё. Слушай дальше. Так я хотел сказать, это все. Слушай дальше. И Когда настанет мой час? они заходят с BMW, они делают BMW Alpina. То есть вот эту Z8, да, так как это самое там, ну, флагман ППП и 3-10. Они, BMW им говорит, надо сделать минимум 200 штук этих машин. Изначально, как бы, они говорят, 200, как бы, нет смысла, давайте сделаем красивое число, какое-то там, давайте сделаем 333. BMW говорит, 333 красивая цифра, мы готовы делать 333, но на тот момент в Америке было 340 дилеров. Он говорит, надо хотя бы, чтобы каждый дилер получил по одной машине для своего лучшего клиента. Тогда давайте сделаем 444. BMW говорит, смотрите, 444 офигенно, но надо пару машин оставить для Европы, поэтому не хватает. Одни говорят, давайте сделаем 777. Они говорят, мы не продадим 777, потому что Альпина очень специфична по отношению к нормальной Z8. Да. Они говорят, давайте 3 шестерки мы брать не будем, потому что плохая цифра. Потому что в Китае тогда еще Да, не давайте популярен. остановимся тогда как бы на 3 пятерках. Красивая цифра, 3 пятерки. BMW говорит, окей, 450 машин мы оставляем для Америки. И 105 машин мы оставляем для Европы и Азии. И на этом они соглашаются, пожали руки и делают. Что делает Альпина? Альпина говорит, мы должны зайти, мы должны вот эту спортивную машину, которую BMW презентирует как ретро-дизайн в спортивном технике, мы его сделаем под люксовый Что сегмент. само по себе не стандартно для Альпины, да? То обычно же они наоборот запиливают гражданские версии под такой жесткий спорт, здесь они из Смотри, ты подготовился, красавчик. И в этот раз они решили сделать наоборот. Они решили спорт запилить под комфорт, чтобы эта машина была не гоночная, а это было круиз. Да. Они убрали с нее спортивную подвеску, подзадушили двигло. подзадушили двигатель. Ну что ты меня перебиваешь? Какой двигатель они подзадушили? Вообще другой мотор сюда поставили. Да ладно. Здесь вообще другой мотор. Он 4,8 объемом, да? Это 4.8 мотор. Это, в принципе, мотор, который был 4.4, потом он стал 4.6, потом он стал 4.8. А от чего это мотор тогда? Если тут Это был от М-ки? ну, который шел в иксах в семерке BMW 4.4, который 4.4, 4.6, 4.8. Они берут сюда, вставляют этот мотор 4.4, потому что у М-ки там был другой мотор. Перестало вонять маслом, так что я уже успокоился. Что они делают с коробкой? Да, они вставляют сюда 5-ступенчатый автомат. Ну, в принципе, который от этого мотора и есть. Потому что вообще по стандарту идет 6-ступка. Да, потому что Z8 они только на механике, их не бывает на автоматах. Они только на, как и М5 E39, она только на механике. Они вставляют сюда автоматическую коробку передач. При этом у машины появляется посередине вот этот вот красивейший дисплей. Ух ты, то есть по оригинале Его нет, конечно, потому что механика. В оригинале у тебя только посередине здесь прибор. Да, Появляются синие приборки альпиновские, как задумано, да, с надписью Альпина. Появляется руль, лепестки, на котором есть свитч-троник, да, который переключение пальчиками ты можешь делать плюс-минус. Да. И что еще появляется? А Комфортная подвеска. Да, более мягкая. Да, более мягкая подвеска, с, естественно, там другой дифференциал у этой машины. И появляется вот здесь посередине табличка номерная с номером машины. И еще прикольно, мне это очень нравится, на ключе, у тебя на ключе есть тоже номер твоей машины. Это еще время, когда машины обозначали действительно номер машины, не так, как сегодня все говорят, так, 150 машин лимитированная, одна из, а на самом деле никто не знает, сколько их действительно, их 150, а может их 120, а может быть, там, как у нас был Макларен, этот 620R, у него висела табличка 250. Да. Тут у нас приходит имейл с Макларена. Если вы хотите, мы можем вам переклеить табличку, потому что мы их всего 200 штук продали и больше их не
не выпускаем, поэтому он из 250 лимитированных стал в 200. И также наоборот, как недавно кто-то, я слышал, посчитали, что там было, я не помню, какую модель посчитали. Короче, какой-то регистр посчитали машину, не буду сейчас, потому что я забыл, какая машина. И вроде уже говорят, что там лимитированная типа 500, а уже переваливает, ну не на 1000, но уже там на 80 машин больше. Да. Как и есть, не буду рассказывать про финал Edition G-класса, кабриолеты, как и есть финал Edition, которых было в конце всего 200 штук, а потом еще 3 G-класса доделали после этих 200 Так, не штук. трогай G-класс. Да, поэтому не буду, да? Не буду, ладно. Но ей это на самом деле комфортно. Едет она комфортно, она Я едет офигенно. Так вот, поэтому я говорю, те, кто собирают эти машины, обязательно в коллекции должна быть Альпина, желательно синего цвета, альпиновского цвета, на бежевом салоне. И должна быть Z8, ну, как минимум черная, не серебряная. А лучше каких-то заказных цветов. В идеале черная, у них была самая такая редкая, самая, я считаю, красивая, черная и с такими бежевыми вставками по краям. Это была самая красивая комбинация цветов. Так вот, она зашла на рынок, она стоила тогда на $100 тысяч дороже. Причем, смотри, Альпина. Альпина, да. Если мы сейчас поговорим про деньги, про инфляцию, как люди, да, там любят нас корректировать насчет денег, то экономически выгоднее была все равно все-таки Альпина Z8. Почему? Потому что она стоила 128 тысяч новая. Да. Кто-то, может быть, умудрился купить в то время, когда они упали за 60, за 70 тысяч долларов или евро. Сегодня эта машина в хорошем состоянии стоит от 200 до 230-240 тысяч. А Альпина, если ты ее купил тогда за 220, сегодня стоит всего лишь 280-300. Может быть там 315, 20, 30, 40, ну с маленьким пробегом. Если совсем минимальный пробег, может она там до 500 доходит, но не больше. Поэтому я считаю, что Z8 для коллекционирования действительно интересно. И все-таки, ну, я за технику М, поэтому мой мотор М5 я предпочитаю больше, и механика, и все, да. Но Альпина из-за того, что их всего там 555 штук, поэтому я считаю, что... Блин, ну вообще тоже какой тонкий маркетинг со стороны Альпины, потому что по факту в случае Z8 ты платишь только за имя Альпина, потому что все, что стоит здесь, оно стоит по сути, по своей, по техническому классу ниже, чем, чем у Z8. Мощность меньше, мотор проще. Хуже, ну, да. автомат. То есть ты платишь только за комфорт езды, за красивые колеса, за имя Альпина. Ну там, да. Ну, вот тогда еще Альпина не могла представить себе, что наступит 2023-2024 год. Рассказывай, не остановился. И это не звездное время Альпины. Люди захотят только заказывать механик. Я про маркетинг. Я про машину, про технику. У меня вот это вот... Я коробки, я очень... Я говорю им браво. Да. Ну потому что прикинь, какой расчет. Ты еще не будучи на пике популярности, еще не будучи знаковой компанией, ты заходишь на рынок, если по бумаге, то у тебя твои показатели хуже, чем у оригинала, но ты получаешь за нее надбавленную стоимость, цену больше, чем оригинал. Браво? Ну браво же. А что Альпина? Слушай, мне вот интересно, вообще взаимоотношения Альпины с BMW. Они выкупают у BMW машины и переделывают их, или они заключают договор в процессе и инсталируют все свои ништяки туда сразу сходу? Самая первая машина Альпина, это была также гоночная команда, как и BMW Motorsport, и как AMG, и все остальное. Это была гоночная команда. Они брали под гонки, переделывали машины. Официально первая Альпина, наверное, не буду тебе врать, или это 23-й кузов тройка, или это 20... Ну, то есть это относительно или это молодая. пятерка, какая она там, 24-й кузов, это была шестерка, вот 24-й кузов, шестерка может быть. Она относительно, ну как молодая, это конец 70-х годов. Нет, 70-х, конец 70-х. Переделки первые они начали делать именно на 3.0 CSL, вот это E9. Но это были не официально, это для гонок было. А потом пошли уже официальные модели. Они брали машину у BMW и полностью ее переделывали под свой лад, ставили турбины, форсировали моторы и все остальное, пока у BMW, ну не пока, потом BMW как бы схавала эту тему, и у них появился вот этот BMW M Motorsport подразделение. Прикинь, прошло, вот сколько лет прошло, я не знаю. И только сегодня, в 2024 году, BMW все-таки решается купить Альпину и делать, как, грубо говоря, как у Mercedes есть AMG, это спорт, Maybach это лакшери. Вот это их придворная. Да, они теперь делают, то есть сейчас начнется новая. То есть Альпина это уже подразделение Альпина BMW. Это была отдельная мануфактура, это именно... Это не BMW, это именно была марка Альпина. То есть, вот что я хотел, меня интересует сам процесс. Они покупают часть партии машин.
Происходило начинают так, их переделывать. Происходило так, они заказывали абсолютно стандартную машину. Если ты все знают, кто не знает, расскажу. У Альпины 2 номера кузова. Есть оригинальный номер кузова от BMW, который всегда перечеркнутый. Сверху набит альпиновский номер, который вообще не обозначается, если ты его вбиваешь в систему по BMW, ты ничего про эту машину не узнаешь. Так вот, узнаешь ты всегда по тому номеру перечеркнуто. То есть, как правило, альпиновские машины, даже там, которые покрашены в цвет альпина, зеленый или синий, они из завода там черные или белые или какие-то. Они в обычной стандартной комплектации от BMW. А потом Альпина брала эту машину, потрошила полностью, перекрашивала в свой цвет, делала полностью внутри салон, технически меняла моторы, коробки, тормоза, подвески и все остальное, и собирала эту машину полностью и отдавала своему клиенту. Они попадали опять, были Альпина центры на определенных BMW дилеров, были Альпина Апталинги, ну, как эти подразделения, которые продавали эти машины. Рынок, понимание людей, которые ценят Альпин, очень-очень узкий. Вот я тебе клянусь, сколько раз у меня были Альпины, это, честно, с ними было всегда непросто, потому что люди, ну, я не знаю, они как-то недолюбленные, недопонимают, не знаю, или был неправильный... Но Альпина самая дорогая из всего сегмента тюнингованных машин, да? Это не тюнингованная машина, это марка. Ну, окей, хорошо, да. Ну, тем не менее, И даже в энциклопедии, вот эта машина, когда попала в Америку, они также пишут, был неправильный маркетинг. Эту машину не представили, не рассказали так, как надо было действительно это сделать. А это, по сути, была первая модель это была не первая модель, рынке, но это была модель, которая, вот они хотели показать себя на рынке. То есть до этого были, они, во-первых, где супер популярна Альпина была, всегда и остается, это Япония. Угу. Япония это страна, наверное, номер один, которая, потому что в Японии тогда, помнишь, на то время... И она же была представлена первый раз Z8 на правильно, японском, в Токио, да. Японцы, у них, если BMW, это Альпина, если Mercedes, тогда, на то время, только это был Brabus, Lorenzer, AMG, они все должны были обязательно быть только с левым рулем, потому что это был супер понт. И они были должны обязательно быть, ну, там, Альпина, там, Шницер и все вот на то время, то есть на стандартных BMW там практически никто не ездил или на Mercedes. Они сделали тоже не совсем правильный маркетинг. Я тебе клянусь, я тогда вообще краем уха потом такой, есть еще Альпины, Z8. А уже, когда они уже там все продались, и как бы, а потом все такие немцы, да-да, но они же на автомате, ну там 4.8 мотор, это, ну фу. Все такие, да фу. И пошла яма. Пошла временная яма, я тебе хочу сказать, с 2000, значит, у меня первые цены пошли на Альпину вверх в 2012-2013 году. Ой, не на Альпину, на Z8. Вот тогда я еще успел, у меня была красная машина с черным салоном, я ее успел купить за... Ну, это обычная Z8. Z8, да. Я ее успел купить за 90 тысяч, или даже чуть-чуть меньше 90 она стоила. И я ее продал, как раз выскочили цены, и я ее продал через 5-6 месяцев, на то время, представляешь, за 140. И я такой, опа. И получается, как я ее поставил в интернет, и у меня просто начали разрывать. Вот просто разрывать там по 50 звонков в день. Я думаю, что за фигня? И чувак приехал, быстро ее купил. Я как сейчас помню этого человека хорошего, потому что мы ему документы по почте послали и потерялся пакет. А потом пошли цены резко вверх. И были даже модели, которые, ну, потом чуть-чуть припали, но они уже так плотно, долго стояли за 200 и дальше. Еще я классную покупал черную на черном салоне. Знаешь, у кого? Знаешь самолет? Юнкер. Пирсон Броснан? Самолет Юнкер. Ну, конечно, Юнкерс. Вот у Юнкерс. В Мюнхен-Гладбахе, вот где и стоит этот самолет, у самого этого дедушки. Блин, дедушка знает толк. Да. Ну, она же, BMW напрямую связана с самолетами. Даже значок BMW обозначает крутящий пропеллер. Более того... Не, я не смеюсь, нет, я пытаюсь ставить слово. Но на самом деле, синий с белым, это тоже обозначение Баварии. Потому... Что ты говорил? Неважно. Продолжайте, профессор. Кстати, хочешь приколю кое-что? Ладно, сейчас приколю. Сейчас чуть-чуть еще проедем, я здесь покажу. План. Ты знаешь неандертальца? Как явление? Да. Да, конечно. Хочешь покажу, где его нашли? Поехали. Сейчас тебе покажу. Вот здесь вот, внизу совсем, я не знаю, если ты не видел, есть по Discovery фильм про Михаила Фролиха. Нет. Заброшенные машины, кладбище заброшенных машин. Так это вот здесь внизу было. Я когда-то с Николь маленьким мы решили туда полезть, начали лезть через заборы, и, короче, а там оказалось 300 злых собак, которые чуть не сожрали нас. Так а в чем суть? Буквально просто он в лес ставит всякие раритетные машины, вплоть до крыла чайки, там ягуары старые, все остальное. И оно стоит, гниет уже там 50 лет. Странный дядя. Да. И ничего не продает, да? Соколовский заходил туда? Да. С предложением, от которого он не мог отказаться? Нет, там уже нечего, там только деревья купить можно.
Во-первых, еще очень классно, вот у кого есть интерес, есть офигенная серия фильмов, реклама BMW, но они сняты все в Америке, называется BMW фильм. Не знаешь, не смотрел? Есть офигенный ролик с Мадонной, как ее катает, я не помню актера этого фамилии, но он очень известный, который перевозчика играл. Мгм. Он Мадонну на BMW M5 E39 типа вывозит от поклонников. Мгм. И там есть про Z8, там про E39 есть, как они бриллианты воруют. То есть это такие короткометражные серии. Они там по 10-15 минут каждый Рекламный ролик. рекламный, да, про каждую модель BMW. И я считаю, вот это золотое время было BMW. Это конец 90-х, начало 2000-х годов со всеми их машинами. Я действительно очень сильно люблю все эти марки, все не марки, люблю все эти модели от BMW, в том числе и Alpine. А еще у нас же есть Альпины, там еще спрятанные стоят всякие. Какой цвет тебе нравится больше всего? Какой цветовом исполнении? Ну, у меня номер один это зеленый альпиновский цвет. Мгм. Второй это синий альпиновский цвет. Мгм. Но зеленая с Зелёная. золотыми наклейками или золотыми Мгм. акцентами, если это семерка BMW или... Семерки Альпины у меня были все генерации от 32-го кузова до F02. Ты бы делал бы кожаную рубашечку, Вообще бомба. все бусы свои и уф, Чувствуешь? уф. Я тебе быстро покажу неандертальца, потому что сейчас начнет темнеть. Неандерталец, вот, Вот, сюда вот, въезд, вот, и вот, вот да, эти да, машины да, заброшенные, да, все, да. видишь? Ага. Видишь, собаки, ахтунг, Бедняжки. нельзя. А я ж читать не умел, ахтунг. Да, и картинка Вот тоже машина, непонятна. Ага. Да, и картинки непонятные. И какие-то Николь, овчарские. и Николь пустил вперед, да? Да. Мы прибежали, у нас на ботинках вот столько было С тех пор грязи. она такая бесстрашная. Смотри, очень быстро смотрим мотор. Да, давай очень быстро открывай дверь. Очень быстро смотрим Выключи мотор. очень быстро. А знаешь, Выключи камеру. знаешь еще прикол какой? Ты знаешь, что у вот этого, именно вот этот ключ от BMW, здесь нет батарейки в нем? Ты знаешь это? От солнца заряжается? Знаешь, как он заряжается? От нее. Вот именно это помнишь? Да. Он заряжается только когда он в зажигании включен. Да. Если ты с этим ключом долго-долго не ездишь, они садились тогда. Вот, так вот этот мотор, это самый обычный мотор 4.8, который Да. стоял на иксах, который родился только 4.4. только Крышечка, отличается, и да, всё. крышечка стоит другая и все. Ага. Ну и все. А как тебе вот такие алюминиевые штучки, алюминиевая рама с такими Очень красиво. подрамничками? Так это Да? же, тут же монокок идет алюминиевый. Я все знаю. Ну, А ты на знаешь, всякий у них случай, и вдруг- проблема была, они, кстати, очень часто оксидировались, и их по заводу уже, очень много их машин перекрашенных, по заводу покрашены, потому что была проблема по кузовам, и кузов давал, оксидировался, кузов алюминий. Оксидиант. Оксидиан, да, и получались такие... Получался эти- цвет оксидиант блю. эти такие цветочки появлялись на лаке. Так вот, Ну что еще? смотри, Да, смотри, технически все понятно. Они были ксеноновые, это же тогда только появился ксенон. Адаптивные фары, да? Адаптивные Первые, фары, по-моему, ксенон. адаптивные фары вообще. Да, обычный гидроусилитель у них стоит, у них по комплектации в принципе ничего такого не было, у них была навигация, у них очень прикольное решение. Навигация. Да, у них навигация, магнитофон, который скрытый, он закрывается под такую крышечку, тоже эта фишка такая, чтобы сохранить этот ретро-дизайн. У них не было места под второй стеклоподъемник А здесь правый. есть? Ты знаешь это? Нет. У них не было под стеклоподъемник места под правый стеклоподъемник, поэтому у них стоит стеклоподъемник только на левую сторону. На Ага. правую сторону, знаешь, что надо сделать? Переключить влево. Ух тышка. И тогда у тебя включается и как зеркала, и как стеклоподъемник. Тогда у тебя Пластик или алюминий? алюминий. Нет, тут все алюминий, все алюминий. Вот, смотри, вот если бы она вот была такая, скажи. Если бы она была такая, я сказал бы, Так вот, у нее были электрические сиденья, подогрев сидений, такой джентльмен-набор минимальный. Парктроников, по-моему, не было. Да, парктроников не было у нее. Вот. Ну, не надо, А, ты затылком все чувствуешь. Смотри, оставляем ее здесь или запаркуем нормально? Оставляем и быстро, здесь и уйдем? да, быстро уйдем. Быстро? Пошли быстро. Ну, Все. пошли, Я только сейчас быстро, запаркую, быстро. стой. Только быстро очень. У тебя есть, Быстрее, у у тебя меня есть есть ровно время. 10 минут, чтобы познакомиться с неандертальцем. Так вот, почему неандерталец называется неандерталец, ты знаешь? Почему? Потому что вот этот район, где мы сейчас находимся, это неандерталь. Неандерталия. Неандерталь. И сейчас посмотрим, подожди, тут где-то знак есть. Кстати, вот покажи вот эту гору. Так вот, попасть к этим заброшенным машинам можно было только через вот этот путь. То есть можешь себе представить, Николь, которая 6 лет, Где познавала путь воина Николь, да? то есть мы сначала забрали здесь, а потом там нас покусали собаки. Так, я уже устал. Сегодня еще 7 километров бежать. Там, кстати, зубры есть настоящие. Их еще в 96-м из Белоруссии привозили. Но они охраняют эту могилу неандертальца. У меня печенька, по-моему, есть в кармане. Можно было покормить. Сейчас солнце сядет.
Прошло 40 минут, село солнце. А что там просто памятная табличка будет стоять? Не, там лежит, ну, кости прям вот. А можешь еще раз показать? Посмотри, дом деревянный, а не дерево. Что мне не нравится эта дорога. Дорога очень красивая. Не, идем туда. А может туда? А там в карте все зеленое. Мы вообще не туда Нет, пошли. у вас островка суши даже. Вообще не туда пошли. Вот ты, конечно, да? Тебе только с собой куда-то брать. Я же помню, я отсюда спускался, и дом был справа. Сейчас бы, знаешь, вот если бы пошли туда, то увидеть неандертальца надо было пройти бы 9,5 километров, потому что он прямо около парковки, где мы запарковались. А это такая дорога Так он вокруг. стоит там, вон белый этот чувак. Ты про него говорил? Про кого? Про первого гражданина этого района. Хрен с ним, с неандертальцем. Главное, что я его не просил сюда ехать. Нас твоя любознательность погубит. А, вон карта. Так, парковка, музей, Шпильплац. Дрозды, вот этот тип, наверное, здесь. Фунштеля. Давай ты, Саня, его посмотришь. Ну, да? да, хорошая идея, да. Потому что я думаю, что он... там еще Зубров надо преодолеть, пока туда Садись, попадешь. Соколовский. Подожди, Ты неандерталь. не подготовился к уроку. Лево. Короче, вот. Вау. Не вот отсюда. Вот они, вдвоем. Свалый. Уходи, уходи, потому что сейчас просматриваются. Бля, я тебя привез в такое романтическое место, а ты... Ну, Васил. Все, ладно. Поехали. Короче, придешь с Саней, А вот- изучите карту. А что вот это за город? А это детская площадка. Пошли. Поехали, сейчас стемнеет. Поехали, газ в пол. Открываем крышу? Ну, хочешь, ну давай, смотри, хочешь, давай, Ну, смотри. давай попробуем. Давай, ну, Давай, давай смотри. попробуем. Смотри, закрываешь все двери, нажимаешь просто вот эту кнопку. Вот просто. И больше ничего. Потом нажимаешь вот так, чуть-чуть помогаешь крыше. Ну, а может быть, это просто первый раз, потому что она... Поэтому тебе тоже будет надо помочь. Ну да, да. Совсем другое дело. Вот ты даже как-то стал посимпатичнее. Как красиво без крыши. Крыша? Мгм. А ты чувствуешь, как просторно и как красный цвет заиграл в салоне? И ты слышишь, как звук добавился? И звук. Так вот, Неандерталец. нет. Альпина и BMW. Вот это очень интересно. Вот по поводу того, переживала ли BMW об Какая успехе. красивая посадка. Об успехе. Нет, вернемся к предмету. Об успехе Альпины. Я полагаю, что это совместная акция и совместная атака американского рынка. Тебе не интересно. О, вот это да! А ну, а ну. Боже мой, какая прелесть! Но вообще другой звук. Класс! И прям вот эта вот А тяга. ты помнишь, когда мы с тобой ездили, что я делал с этой коробкой, когда я так тебе все время справа? Да. Оп! Ага. Ага. Вспомнил. Честно, качество отделки салона у них было не очень, потому что через вот эти вот несчастные 20 лет, 18 лет, у них кожа стала в плохом состоянии, и очень много, вот эти алюминиевые все детали очень сильно запиливались, очень легко царапались. Эта машина еще в очень хорошем состоянии, или на ней поменяли все эти штучки, такое тоже могло быть. Но если на этой машине не меняли, пробег в районе был 60-70 тысяч, она реально выглядела запилена. Ты видишь, какой запиленный руль? Но у Alpine всегда запиленный руль, у всех, потому что они перешивают рули, я тоже не понимаю, что за кожа там была, они намного хуже держатся, чем оригинальные рули BMW. Мгм. Самая главная фишка этой машины, когда ты ее покупаешь, бэушную, у нее обязательно должна быть дополнительный чехол от нее, вторая крыша жесткая, я его называю пассажир, но я не знаю, как это правильно называется, которая закрывает крышу, здесь такой кожаная фигня, закрывает, тебе крышку делает на... А, чтобы тебя не дуло в... Нет, когда ты открытую крышу оставляешь, видишь, у нас дырка сзади. Мгм. Эту дырку можно закрыть специальным таким, Кожаным да. кожухом. Класс. А как тебе поворотнички в разных местах? Так вот, очень важная деталь, и она не должна быть потеряна. Это телефон Motorola. Вот этот. Жабка. Алло. Посмотри, он Да, заснул. Мася. Сейчас, он новый в пленке. Алло, Мася, да. Не, я в городе, я сейчас буду уже. Сейчас я Ленчика закину на Екатерининскую и подъезжаю. Я сейчас 10 минут, да. Готовься. Ну что, в Морган? Да. Она отпустила. Переночуем на склонах.
Слушай, ну она прикольно Блин. все равно едет на свои 381 силу. А ты сильно сейчас жмешь газ? Это прям в пол? Не, ну, да, чуть-чуть, да, там так. Но поле. я же не могу придержать, потому что, видишь, едет машина впереди, которая не Не, ну хочет- я имею в хочется виду вот, к ней. вот этот разгон, это ты в пол? Я в пол, да. А ты? Я еще не вжался. А ты в сиденье? Не, пока еще нет. Тебе кажется, или у меня начинают уже уши стрелять от открытой крыши? Ну, у меня начинает макушка мерзнуть. Очень удобно смотреть скорость, когда она где-то вот там, спидометр у пассажира. Мне кажется, нам уже автобан не нужен. Мы уже газ в пол сделали. Как в поворот? Ну, ты сам видишь. Ты Мне- сам все видишь. Мне очень нравится. Блин, какая классная тачка. Самое главное, что она классная сейчас. Так я не договорил. Должен быть телефон. Да. И самое-самое важное, я покажу, когда мы сейчас приедем назад, у нее есть такое книга рождения, Мгм. где с номером кузова ее фотографии, какой она была в оригинале. Как у Феррари. Как у Феррари VIP Book, правильно. Давай закроем крышу. Давай. Давай. Но здесь надо... Стоп. Это же старая техника, надо поставить машину на П и быстро нажать. Как крышу. чуть дотянуть? Натянуть. Ну да. Держи кнопку. Держу. Вот и все. Ну что, хочется Так, быстро успеть. подожди, чехол, телефон, Чехол, телефон. вот этот кожаный, Кожаная защита. Жесткая крыша. и самое Книга главное, рождения. да, и самое главное, Моделька машины. моделька машины в том же самом цвете. В той же комбинации, как и машина. Но у Альпины, они не Альпины, а просто BMW Z8 Мгм. модельки эти. Это может как-то повлиять на цену, Капитально, серьезно. да? Да. Плюс 300 евро. Это вот почему ты первое, что ты сделал, ты вытащил модельку и поставил на полку. Причем моделька идет в чехле, Да. Но, мне кажется, чехол сами сшили. специально сшитый маленькими, Да, вот этими маленькими, вот да. маленькими ручками. SLR или Z8? А еще есть вариант? А почему? В одной ценовой категории 350-350. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Тяжело выбрать. Хорошо, Тяжело что выбрать. тебе нравится по дизайну машина? Какая? Больше? Опять-таки между этими двумя? Да. Сейчас проверим, профессионал ты или нет. Да ну нет, ну они же, ну они мне нравятся, они мне нравятся оба, но если их объединяет только ценовая категория, то... Ну вот у тебя есть 350 тысяч, ты можешь купить или BMW Alpina Z8, или SLR обычный Макларен. Оба серебристые с красным салоном. Ну, вот неприятно, конечно, что оба серебристые с красным салоном, но Ну, я... нет вариантов, вот есть две машины. Окей, я выберу SLR. Расскажи почему. Вопрос денег? Нет, вопрос... Будущего потенциала машины? Спасибо за вопрос, да. Да, 5, Да, молодец. потому что у меня все-таки Учишься учусь быстро. у профессора Соколовского, это раз. Да. Два, исторические отсылки тоже играют роль. Приверженность Конструкция, марки. технологические моменты в машине. Большая разница? Нет, насколько мне не изменяет память. Оба построены на... Капитальная Алюминий. разница с SLR технически. Карбоновый на монокок Пардон, да. и просто Z8 с мотором от X5. Но здесь же тоже интересный вот этот алюминиевый. Да, но нельзя сравнить. Та машина стоила новая 430 тысяч долларов, а сегодня они в одной цене. Блин, как они могут стать вообще в одной цене? Вот. То есть это достоинство все-таки этой машины больше, чем той. Эта машина Потому что дошла к своему, Да. а та машина недооценена. еще не разогналась. Да. Покупайте SLR. Я бы тяжелее бы расстался с 350 тысячами, покупая эту машину, нежели с 350 тысячами, Хочешь еще одну покупая подсказку? SLR. Давай. Надо покупать обе. А хочешь еще подсказку? Надо к SLR купить 722 SLR Да, еще да, один, да, а да. к этой нормальную А Альпину, нормальную Альпину нормальную помню, да. Z8. Ох. Давай. Это в пол? Не едет дальше. Ну, в горку еще. Что это? Какое-то визжание. Как-то страшно. А может это антирадар Может, какой-то? Слушай, ну ни тормозов, ни разгона. Ну да. А теперь перенеси себя в Z8 на М5 моторе.
Ну да, я там только об этом сижу и думаю. Вот она, у этой Сейчас бы машины ты ударил офигенный по коробке. Да. У этой машины Да. офигенный крутящий момент, просто вот как раз вот там вот на вот этих вот. Ну и все, но дорогах. она же, Она помнишь, до с чего мы 130. начали? С чего мы начали? Потому что они под это и делали ее. Они сделали ее машину just cruising. Просто Не вот под немецкие автобаны. для хороших прокатов. Мягенькая, не такая резкая, ну и окей. Так, давай последний вопрос, пока я не забыл. А в комплектации они были одинаковые все, да? То есть ты там не мог взять каких-то больше плюшек, каких-то меньше, потому что их здесь особо и нет. Комплектации они все одинаковые. Они были только комбинации цветов и индивидуальные цвета, все. Ну и там были колеса, на Z8 были разница в колесах. Ну, ты бы себе в гараж бы взял бы такую? Угу. Да? Ездил бы? Да. Да? Улыбка на лице Было, у меня была. была У улыбка меня на тоже лице, была. да, все. Друг? Друг, однозначно, да. Однозначно. Но если не он, то СЛР. Видишь, как я тебя подтолкнул? Вот ты Хорошо, спасибо. сразу бросаешь. Учусь. А теперь, Учусь. помнишь, я тебе в начале видео говорил, 300 SL крыло Чайки или 507 BMW? Ну, это вопрос. Я там- выбрал тогда что? Ты выбрал BMW, 507. а я выбрал А крыло чайки. в современных ты выбираешь SLR. Да, ну я и в старых выбираю крыло чайки тоже. Хочешь книжку покажу? Да, домой можно Идем, взять почитать? книжку быстро. Смотри, Чехольчик. чехольчик, открываем, и тут кто? Только руками не трогай. Это мои ключи на столе нельзя. Ага, вон посмотри колеса, видишь? Так я же тебе сказал, она не будет Альпина, она будет в оригинальном виде. Она будет в оригинальном виде. Потом, у меня есть супер офигенная книжка, вот такая. Это было 50 лет Альпине. Никому не даю. Я ее вообще не говорю. И тут все Альпины, все Альпины. Самая первая Альпина. И ты мне задал вопрос, какая Альпина была самая первая, помнишь? Угу. Так вот, отвечаете. Первая Альпина была модель 1500. Год. 61. Угу. Ну и там дальше, про жизнь, про историю, как все. Блин, очень классная книжка. Я ее 3 раза перечитывал. А ну давай, ну и где Z8? Z8, вот, Да. в конце. Тут и про спорт отдельно. Вот 41 Ты модель. по ней немецкую учил? Да. Так вот, и вот цвет в этом красивый, цвете, да, вот в цвет этом цвете. красивый. Мгм. И быстро, последнее, что я быстро покажу, быстро. Так, где же эта книжка? Где эта книжка? Так, СЛР есть. Кстати, у СЛР тоже есть книжка рождения, вот она. Так, а где же это BMW? Сейчас он найдет альбом детских фотографий, на этом все закончится. Так, подожди секунду. А ты помнишь вот это? Нашел, вспомнил и нашел. Смотри, и вот она с вот этим её. номером кузова. Угу. Опять же, ты здесь открываешь, вот она. Угу. И что? И красивая уже. Альпина? Альпина. Хрен это Альпина, это нормальная BMW Z8. Потому что они берут нормальную Z8 на заводе, фотографируют, а потом переделают в Альпину. Потому у Альпин всегда фотка стандартной BMW. И вся книжка про Z8. Ты по колесам увидел, да, что это не она? Я вообще вижу, что это не она. Ну где? Ну все, конечно. Вот это бы ты мне открыл, я бы тебе сразу сказал. И тут все. А где она появилась? Есть финальный результат? Нету. Здесь. В этой книжке нет. А интересно, смотри, они же снимали моторы, отпусти. Какая шкурка. Где моторы все делись? Вот где эти 551 мотор V8? Где 551 коробка V8? Где? М5. Где? Я у тебя спрошу, где? Вам вопрос. Где эти моторы? Все. До новых встреч. Пока.